Всем привет! С вами Анастасия Петрова и Фредерик, проект «Мастерская креативной психологии». И мы продолжаем нашу серию видео «Отношения изнутри». И сегодня мы решили поговорить о конфликтах, о том, что может их спровоцировать в паре, о том, что может помочь решению конфликтов, поделиться каким-то нашим опытом. И первый вопрос, который я задам Фреду, что в женском поведении для тебя может спровоцировать как раз конфликты или какое-то раздражение, напряжение. So, darling, first question is, what in woman's behavior can provoke conflicts, in your opinion? So, in my opinion and from experience with Nastya, and unexpectedly, it's not always a big dream. Sometimes you have some conflict. There is 3 families of conflicts we can have together. Окей. Итак, у нас тоже в паре бывают конфликты. Это не все у нас прямо так розово-шоколадно. И Фред может выделить 3 типа конфликтов, которые могут возникать. Ну, в нашей паре мы делимся своим опытом. Окей. First of them is when some behavior, some action from my girl touch my fears and start some conflict inside myself. But this is about me. It's about my fears. I understand them, and usually it's not the intent of Nastya to touch these fears. И первый тип – это какие-то конфликты, которые возникают из-за того, что я невольно затрагиваю какие-то страхи Фреда, какие-то вот травмы из прошлого опыта. И как раз, ну, в общем, он говорит о том, что я невольно их затрагиваю, не специально, конечно, и по сути это о нем. То есть конфликты, он сам понимает, осознает, что это про его собственные страхи. Окей. And those fears are from my previous experiences, and it occurred when I feel that I don't know why Nastya is maybe betraying me, is maybe lying to me, is maybe hiding something to me. Of course, she's not doing, it's not her purpose, she don't want to, she's not like this, but my fears are very strong. And sometimes when I cannot understand one of her action, one something she's doing or telling, I can feel these fears because they are very strong, but it's inside of me, it's my pattern, it's my fault. Окей, да. Thank you. И что происходит? Невольно что-то в моем поведении затрагивает вот эти страхи Фреда, а страхи происходят из его прошлого опыта. Там и детские травмы в отношениях с мамой, и с прошлыми партнершами. И ему начинает казаться, что, возможно, я что-то прячу, или что-то скрываю, или обманываю. Вот. И он сам осознает, что на самом-то деле и я не такая, это просто автоматическая реакция происходит, и он понимает, что я ничего такого не хочу сделать, но просто это, ну, поскольку страхи эти, вот эти программы, они очень сильные были в свое время, то, ну, иногда идет автоматическая реакция, и трудно ее избежать. Thank you. Okay. The second family is more about my expectation. I mean, I used to plan, to prepare, to have a lot of idea in my mind, and sometimes the action of Nastya is not don't reach my expectation, and sometimes it's completely the contrary. The reaction is completely contrary of what I expected, and this can create some tension. И следующий род таких напряжений, конфликтов, это когда я не оправдываю ожиданий Фреда. Ну, в общем-то, это типичные, знаете, конфликты в отношениях, когда он привык планировать, что-то там простраивать, планы по-мужски, и, соответственно, ожидает определенной какой-то конкретной реакции от меня. А я же женщина, эмоциональная, спонтанная, и иногда реагирую совершенно противоположным образом. Это тоже создает у него напряжение. Окей. In this situation, I can feel unrespect. I can feel that she
Nastya is not looking at me as it should be. She look at me as a child, or she thinks what I'm doing is not good. But in fact, it's not. It's just because my expectations are not what she's reacting. She's alive, and I cannot control everything. I cannot control her. And again, in this case, she is not responsible. It's only about my expectations, which are different from real life. Yes, by the way, darling, maybe while I translate, you'll remember some example about this. I also will think, yes, when it was, yes, I understand that this point. Итак, Фред говорит о том, что, да, он бывает, когда простраивает какие-то планы и дает мне, например, рекомендации, а я не следую им, да, там, не прислушиваюсь или действую как-то по-своему, или реагирую вообще по-своему, и он начинает чувствовать, что я его не очень уважаю, считаю там ребенком, что вот он... Но на самом деле он понимает тоже, что это не так, это просто его ожидания. И были у нас такие ситуации, я сейчас попросила Фреда, может быть, он приведет пример, я тоже сейчас постараюсь, может быть, вспомнить. Окей, maybe. For example, I remember our first birthday. We had birthday on the same day, 26th of February, and organized a very romantic dinner. Just both of us offered a ring, and she prepared. Oh, she started to think about you ladies and to answer your congratulations by the phone. It was out of my expectations. Yes, a good example, really. I admit my behavior wasn't perfect. I'll translate. Например, ситуация с нашим первым совместным днем рождения. У нас день рождения в один день, как выяснилось при нашем знакомстве. И первый раз мы совместно его отмечали. Это больше года назад уже было. В путешествии это было. It was Bulgaria, yes. В Болгарии. И Фред приготовил мне специально, там, заказал какой-то тортик, какое-то оформление вечером в отеле, все, меня пригласили за отдельный столик, и он мне преподнес кольцо тогда, ну, это было первое кольцо, сейчас у меня уже другое кольцо, и все было очень романтично, и он, конечно, ожидал, что я буду целиком с ним, а я в какой-то момент, как обычно, по привычке переключился на телефон, мне захотелось день рождения же, меня поздравляют, мне захотелось ответить на поздравление, и Фреда это задело, в общем, он почувствовал, что я его не очень уважаю, прочее, у нас такой был терки, но мы быстро потом помирились. Я все-таки во мне женская мудрость работала, сначала немножко вспылила, но потом более гибкая подошла. Yes, good example, thank you. And the third family of reason for some tense between us is when behavior, action are something not I'm not used to. For example, I mean some action from Nastya which are out of my patterns, out of my experience and my limits, and but they are natural for her. She's not doing on purpose to make me hungry, but she's just living person. Yes, thank you. Итак, и третий род конфликтов – это просто когда я делаю что-то, что непривычно для Фреда. Какие-то паттерны, ну, то есть у меня мое поведение не вписывается в его паттерны представления там об отношениях мужчины и женщины. Но опять-таки он говорит о том не потому, что я хочу его задеть, что я плохая, а просто потому, что у меня действительно другие привычки. У него свои. И у нас много притирок было и в начале, и до сих пор в каких-то моментах, просто потому что встречаются две разные вселенные. Это я уже от себя добавляю. Yes, darling, okay. For example, I'm still not after 1 year very comfortable with the fact that Nastya is very close to her former ex-husband. It's still difficult for me to understand. She needs a lot of time, sometimes with her phone alone, even if we are traveling just together.
and a few things like this. By the way, Nastia is not used to. I came in her room with my shoes, but in France it's very common to stay with shoes in all the house. Yes. Окей, I'll translate. Ну, то есть, например, какие-то вещи, например, Фредом поначалу со мной до сих пор иногда его задевать, что я общаюсь, в принципе, ну, близко с бывшим мужем. На самом деле, не скажу, что очень близко, но у нас действительно дружеские, хорошие отношения, плюс 2 детей, но не вырезать человека из жизни. Естественно, это близкий человек. Или Фреда цепляет иногда моя привычка тоже быть в телефоне, потому что у меня большая сейчас и аудитория, много переписки, и клиенты, и слушатели, и я люблю свое дело, и действительно мне нужно время от времени, да, погружаться вот в это общение, пусть виртуальное, но для меня оно живое, общаться, отвечать на вопросы, и да, даже когда мы в путешествиях, то есть даже когда мы вдвоем, ну, все равно мне нужно это время, а Фреду, как мужчине, возможно, хочется часто меня целиком. И вот на этой почве бывает напряжение. А то, что он упомянул, то, что для меня действительно непривычно, но это больше смешно, не скажу, что это сильно задевает. Но во Франции принято ходить в обуви по дому, они могут прийти и не переодеть в тапочках, а прямо вот в уличной обуви, и даже лечь в кровать. Ну, конечно, он не спит так, но лечь в кровать там... Вот, и для меня это, I'm talking about shoes. Да, это слом, знаете, вообще такой слом шаблонов полный. So maybe it's good transition for you now to explain what in my behavior or in main behavior can provoke some current of tense to you. Ага, окей. Итак, Фред сейчас говорит, что, может быть, моя очередь рассказать о том, что в поведении Фреда может меня спровоцировать на какое-то движение. Первый момент, особенно поначалу, это было, что Фред такой страстный товарищ, и он иногда выражал эмоции, знаете, так очень эмоционально, эмоционально, ну, в общем, с зарядом, какое-то свое недовольство, раздражение, и меня это пугало, напрягало, и мы стали договариваться, что даже если он хочет чем-то поделиться, пускай делает это спокойно, да, что-то это дело не нравится, без вот этих вот, спокойно, вежливо, ну вот, просто, знаете, без вот этих эмоциональных зарядов негативных. Я как человек, как женщина, человек восприимчивый, тяжело переношу, когда близкие негативно эмоционируют, да, какой-то гнев, раздражение. Вот. So I'm talking about your manner that sometimes you can be emotional, but now it's better, much better, I admit, that you can be angry or something, and I was frightened, and yes, but now really I feel it's better. What else? Oh, maybe сейчас in Russian first. Еще один момент, да, Фред как мужчина, опять-таки, иногда может контролировать, что я, где я. Я собираюсь на какой-то тренинг, а нет ли там какой-то опасности, хороший ли это тренинг, а не зря ли я там вложу деньги, или я поздно возвращаюсь, чтобы я была в безопасности. И меня это тоже вначале, знаете, как раздражало. У меня большая доля есть свободолюбия в характере. И мне казалось, что меня как ребенка контролирует. So I'm talking about your controlling side. That at first I was a bit... Но сейчас я все больше понимаю, что это его, на самом деле, роль еще и защитника. Что он хочет предусмотреть все опасности, как мужчина, как защитник. Хочет, чтобы я была в комфорте. Хочет, чтобы со мной все было хорошо. И поэтому он вот иногда такие, знаете, какие-то ограничения выставляет, рамки, пытается выяснить какие-то моменты. Ну, то есть сейчас, и чем больше чем спокойнее я к этому отношусь, на самом деле, тем он тоже спокойнее, и вот уходит этот избыточный контроль. So I'm talking about this control, that I understood that it's your protective side, that you want to protect me, to see some danger maybe before it comes, that I'm starting to understand more, that you have positive motivation in this. Oh, maybe enough for today, darling. Yes.
That's maybe a conclusion to tell that in most cases it's more about personal problems that tends occur, and it's in fact rarely because of the other person. We have some difficulties, bad mood, and we start to quarrel to find a way to evacuate this internal tense on the other one. Yes, really, I agree, absolutely. И Фред говорит, что в заключении, возможно, стоит подчеркнуть, что в основном конфликты эти – это внутренняя проблема каждого. То есть, допустим, у кого-то из нас есть напряжение, и мы ищем иногда даже повод для ссоры, чтобы освободиться от этого напряжения. Но это не очень экологичный способ, конечно же. Ну и так делает большинство людей, и мы как раз ищем способы, как делать это по-другому. Вот, и действительно, ну, не выплескивать вот это напряжение на близкого. Yes, done. Thank you. Maybe to ask about what can help to not make this tense more, just on the moment, some few advices. Okay. Yes. One moment, I'll translate. Yes. Еще мы сейчас добавим, Фред добавит, что может как раз помочь, да, чтобы избежать вот этого напряжения, вспышек, ссор каких-то. For me, it's very important to keep a link, not to cut, not to run away, not to close yourself and defend yourself completely. Maybe a few seconds, then time to breathe, but the more quickly as it is possible, go back to the person you are quarreling. Don't stay isolated. Just a word, just a sign, just a touch to calm the other one down. Okay. And next time maybe we'll explain how we solve this conflict. Okay, yes, I'll translate. Но для Фреда, например, важно, он, кстати, может быть, не самый распространенный тип мужчины, потому что мужчины по-разному реагируют на конфликт, но для Фреда важно в конфликтной ситуации сохранять связь, важно не закрываться друг от друга, хотя бы там прикосновением, каким-то взглядом показать, что мы совместно, мы не разрываем отношения, не расстаемся, да, что мы все равно друг с другом, и не закрываться надолго. У меня вначале была тенденция, когда я чувствовала какое-то сильное напряжение, мне хотелось закрыться и вообще отстраниться, я видела, что это Фреду очень тяжело, я сейчас ищу другие варианты и нахожу, как по-другому это все решать. Возможно, и о том, что еще нам помогает разрешать конфликты, мы расскажем в следующих видео, так что следите за нами. And one more about course, okay, I'll tell. И также я планирую курс в ближайшее время. Называться он будет, скорее всего, нейрографика отношений или как-то похоже. То есть там, поскольку я еще инструктор нейрографики, буду давать техники нейрографики, с помощью которых можно простраивать желаемые модели отношений, опять-таки решать какие-то собственные, убирать собственные ограничения, касающиеся отношений. Плюс давать другие техники, которые помогут привлечь партнера, если нужно, и создать гармонию в отношениях, если отношения у вас уже есть. Плюс запрос был у меня еще от девочек дать техники на отношения с самой собой, потому что это тоже очень важно, иметь гармоничные отношения с самой собой прежде всего, чтобы создать гармоничные отношения вовне. Вот. Так что следите за новостями, подписывайтесь на мой канал, стучитесь ко мне ВКонтакте, внизу ссылочку оставлю. Вот. И, возможно, одно из занятий мы проведем совместно с Фредом. Так что I'll tell that I plan one of lessons together with you, answering questions, etc., telling your men's advices. Так что одно занятие с Фредом, где будем отвечать на вопросы участниц группы, какие-то конкретные, более конкретные советы, рекомендации. Вот. Кому интересуют отношения с иностранцами тоже, как познакомиться, где. У нас уже хороший опыт есть. Okay, so we'll say goodbye. Bye. Всем пока. Всем пока.